Всем привет! Денежное дерево или толстянка – выносливый и красивый суккулент, происходящий из жаркой Африки. Благодаря своему оригинальному виду и неприхотливости этот цветок пользуется популярностью, но мало кто знает, что растение с мясистыми листьями, напоминающими монеты, можно использовать для лечения многих недугов. Обо всем этом будем рассказывать в этом ролике, поэтому смотрите видео до конца. Смело заявляем, красула – самое неприхотливое и популярное среди цветоводов растение. Она относится к растениям-суккулентам, которые известны своей выносливостью. Комнатные цветы хорошо растут в условиях с обильным освещением и минимальным поливом. Правильно ухаживать зимой и летом за живым комнатным цветком, денежным деревом в домашних условиях означает создать растению необходимые для содержания и развития условия и выполнять несложные правила ухода. Растения есть практически в каждом жилище. Они делают его более уютным и выполняют декоративную функцию. Кроме того, растения имеют собственную энергетику, которая может влиять на состояние человека. Например, считается, что некоторые комнатные цветы могут привлечь богатство, любовь и благополучие. Именно такими свойствами обладает денежное дерево, но не каждого представителя флоры можно выращивать в домашних условиях. По этой причине многие любители растительности интересуются вопросом, денежное дерево можно ли держать дома. Приметы и суеверия. Немногочисленные обоснования запрета на денежное дерево дома в основном не подтверждены официальной наукой. Гибель денежного дерева предвещает финансовый крах. На самом деле, даже если поверить примете, засохшее или больное деревце всего лишь предупреждает о неприятностях, а не является их причиной. Болезни или гибель денежного дерева по приметам предвещают финансовые неприятности. По фэншуй толстянка является женским растением, несущим энергию инь. Если все цветы в доме красулы, получится избыток инь, что повлечет апатию, пассивность и пессимизм его жителей. Однако проблему можно исправить, добавив растение с мужской энергетикой янь. Объективная причина опасаться толстянки одна – в ее листьях содержится яд, мышьяк. Воздух он не испаряется, пострадать можно только употребив растение в пищу, поэтому его лучше не держать в доме, где есть маленькие дети или любопытные животные. Если же расставаться с любимым денежным деревом не хочется, можно просто поставить его в недосягаемое для домашних место. Нужно следить, чтобы питомцы не грызли денежное дерево, иначе возможно отравление. Большая часть причин, по которым денежное дерево не рекомендуется держать дома – суеверие. Верить или не верить в приметы – личное дело каждого, но по объективным причинам избавиться от любимой толстянки имеет смысл, если в доме живут маленькие дети или животные, которые могут отравиться листьями растения. Лекарственные свойства денежного дерева. По утверждению знахарей и лекарей прежних времен, денежное дерево по своим лечебным свойствам практически ничем не уступает известному всем алоэ и может заменить его при необходимости. Ухаживать за растением совсем несложно, так как оно отличается непривередливостью и абсолютной неприхотливостью, поэтому справиться с ним могут даже самые неопытные цветоводы. Народная медицина утверждает и то, что красула является индикатором здоровья своего владельца. Если человек заболевает, растение начинает впитывать в себя исходящую негативную энергию, отражая при этом состояние хозяина. Толстянка может начать вянуть, сбрасывать листья и молодые ветки, даже при самом тщательном и правильном уходе. При этом после выздоровления человека толстянка тоже начинает восстанавливаться. Для приготовления лечебных средств чаще всего используют свежие листья растения, на поверхности которых нет повреждений, царапин и пятен. Свежие мясистые листочки денежного дерева обладают выраженными противовирусными и антибактериальными лечебными свойствами, за что они и ценятся в народной медицине. Лечит денежное дерево разные заболевания, однако к его применению существуют и некоторые противопоказания. Например, наличие у человека индивидуальной непереносимости. Также использовать листья толстянки в лечении недугов запрещено женщинам в период беременности и в течение грудного вскармливания малыша.
Нельзя применять лечебные средства из толстянки в лечении детей дошкольного возраста. Важно помнить и о том, что хотя толстянка относится к группе неядовитых растений, но в ее листьях содержится мышьяк. Поэтому назначать его себе самостоятельно не следует. Подобное лечение всегда должно быть согласовано с доктором, а приготовленные препараты должны использоваться только для наружного применения. Польза и вред денежного дерева для дома. Большинство людей, выращивающих в доме толстянку, воспринимает растение исключительно в качестве талисмана удачи и благосостояния, даже не догадываясь о его лечебных свойствах и обширном применении в народной медицине. Однако красула способна приносить атмосфере дома очень большую пользу. Ее листья активно поглощают негативную энергетику, неприятные запахи, различные вредные вещества, очищая воздух и создавая благоприятную и здоровую атмосферу, улучшая состояние людей. Очищает денежное дерево воздух и от патогенных микроорганизмов, от вирусов, микробов и инфекций, помогая предотвращать развитие многих заболеваний, в основном респираторной группой. При этом поднимает настроение и улучшает общее самочувствие людей. Вреда растения, находящиеся в доме, не приносит никакого, однако, помня о том, что в составе листьев имеется мышьяк, необходимо сделать за тем, чтобы дерево не трогали дети и домашние животные. Возможный вред денежного дерева в доме. Денежное дерево, оно же толстянка или красула, неприхотливое растение, которое часто встречается в наших квартирах. Есть поверье, что оно приносит удачу и благополучие в дом, а также впитывает плохую энергию болезней. К тому же толстянка способствует очищению воздуха от неприятных веществ и запахов. Ее листья применяют в народной медицине. Чем же такой полезный цветок может навредить? Мне кажется, ничем. На этом наш ролик заканчивается. Чтобы не пропустить следующие полезные видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. До новых встреч!